Всем привет! Добро пожаловать на канал! И в этом видео я хочу поговорить об объяснениях и о том, что это на самом деле достаточно простой навык, ему просто нужно научиться, там есть свои правила, есть свои законы, стратегии, в общем, на самом деле все гораздо проще, чем мы себе представляем, потому что зачастую есть очень много классных людей, которые знают очень много, но никак не могут объяснить, и, в общем, мы друг друга не понимаем, и кажется, что навык объяснение это что-то ну, что-то, в общем, свыше какой-то дар. На самом деле все очень просто, и любой человек может объяснить любому другому человеку что угодно. И хочу начать с того, что нужно держать в голове, когда вы хотите кому-то что-то объяснить. То есть это те истины, которые зачастую нам сильно мешают, когда мы пытаемся что-то объяснить. Первое, это называется горе от ума, но в том смысле, что когда мы проходим какой-то путь к там, конечной точке, что мы понимаем, как что-то устроено, либо что-то уже изучили. Вот когда мы в конечной точке, мы всегда забываем вот этот самый путь. Мы забываем, что у нас были сложности, что у нас были недопонимания. Нам кажется, что мы всегда это знали, что это было всегда очевидно. Мы вот как бы путь забываем. И когда мы начинаем объяснять другому человеку, очень часто мы говорим, ну как ты не понимаешь, это же элементарно, это вот так, вот так, вот так, вот так. Все очень просто. А сами забываем, что точно так же тупили, точно так же не понимали и так далее. Это держим в голове, что нужно всегда потихонечку откатывать, понимать, что человек еще в самом начале, что ему нужно пройти все эти стадии, и у каждого будут свои. Еще один очень важный момент, который нужно понимать, это то, что у каждого из нас нервная система работает по-своему. То есть скорость понимания, запоминания и обработки информации у каждого индивидуально. То есть нам иногда кажется, что кто-то откровенно тупит, но на самом деле зачастую просто у этого человека очень медленная нервная система. Я тоже отношусь к таким, которые очень-очень-очень долго думают и потом только выдают результат. То есть это не то, что человек там издевается над вами, или что он вообще какой-то непроходимый, ну, неодаренный, в общем, умом, просто его нервная система так работает. Кто-то схватывает на лету, кому-то нужно время, кому-то нужно дополнительное объяснение и так далее. То есть все мы разные, у всех у нас по-разному работает нервная система. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Ну, еще один последний момент, который я хочу, чтобы вы всегда помнили, даже когда вы не объясняете кому-то что-то, это то, что у каждого из нас свой личный опыт. Потому что, когда мы что-либо говорим, что-либо делаем, пытаемся что-то понять и так далее, мы всегда опираемся только на свой опыт, то, что у нас уже было, то, что мы видели, то, что мы слышали и так далее. И когда вы пытаетесь объяснить человеку, что вот это индиго, вот это бирюзовый, он видит синий, не беситесь на него, потому что в его парадигме, в его опыте это синий. И один, и второй цвет. Для вас там это какая-то огромная палитра синих, вы точно знаете, какой из них, какой оттенок и как он называется. А за счет того, что когда вы объясняете, вы всегда должны опираться на опыт, то нужно учитывать, что возможно, скорее всего, ваш опыт абсолютно разный. Нужно, в общем, постоянно искать эти точки и, опять-таки, не раздражаться на то, что человек чего-то не понимает. Возможно, у него просто такого не было вообще в жизни, и ему не на что опереться, и за счет этого его процесс будет более длинным. Приступим к самим стратегиям. Что нужно делать, когда вы хотите какой-то материал, какую-то информацию передать другому человеку? Вы хотите объяснить, как это все устроено, что там наполнено и так далее. Первое, я уже немножечко упомянула, это то, что нужно сразу нащупать вот эти точки соприкосновения опыта. То есть за счет того, что лучше, если вы сразу будете опираться на опыт человека, то есть прикреплять информацию к его личному опыту, это произойдет как бы быстрее понимание, быстрее запоминание, вы ну, как бы быстрее и легче все это разберете. Нужно сразу понять, вот наводящие какие-то вопросы задать, а ты знаешь вот это, а ты знаешь, как там работают вот эти процессы, что нас окружает воздух, что там есть сила трения, еще что-то. То есть какие-то базовые вещи нужно прощупать сразу, то есть не давать ему какую-то тонну информации по кибернетической химии или, не знаю, физике, чему угодно, а прощупайте, а если у него базовые знания, знает ли он какие-то определенные вещи, которые важны в этом предмете, важны в этой информации, в этой теме и так далее. То есть прощупали и идем дальше. А дальше у нас идет объяснение
общей концепции. То есть когда вы объясняете в целом, как это все работает, как это все устроено, не нужно долбить по маленькому кусочку подробностей, то есть, знаете, так вот разбивать весь такой огромный материал на маленький-маленький кусочек и отрабатывать исключительно вот эти маленькие кусочки. Вы ничего не добьетесь. Человеку нужно понимать общую картину. И для того, чтобы он не пытался как бы сложить из вот этих вот маленьких кусочков какую-то общую картину самостоятельно, лучше все-таки предоставить ему сначала. То есть вы должны в целом рассказать, что это за наука, что она делает, зачем она нам нужна, что нам дает, какие есть основные понятия и так далее. То есть вы должны вот от общей картины и постепенно как бы идти к частному. И не забывайте, пожалуйста, про примеры и аналоги. То есть вы должны постоянно приземлять эту информацию, то есть вы должны ее постоянно как бы делать из понятных кусочков. То есть то, что нам непонятно, то мы не понимаем. То есть мы не можем это запомнить, как-то как бы прощупать и что-то с ней сделать. Но когда вы раскладываете на очень понятные, очень привычные вещи, то есть, например, то, что вот там есть как раз-таки бирюзовый и индиго, это оттенки, они там переливаются друг в друга, что есть там, не знаю, посмотри туда, посмотри сюда, есть какие-то картинки, примеры, сравните эти цвета, еще что-то. То есть вам нужно постоянно, вот именно приземлять все эти вещи, показывать, что они состоят из привычных кусочков. То есть вам нужно вот разложить максимально просто для того, чтобы человек сгреб всю эту мозаику и решил, да, вот это все понятно, у меня есть вот этот кусочек, и это знакомое, и это знакомое, просто оно складывается в новую картину, и тогда, в принципе, все понятно. Это достаточно такая распространенная стратегия, когда вы какие-то самые сложные кусочки разбираете на самые простые, и как бы понимание приходит в разы быстрее, и вам не нужно тратить гораздо больше нервов, чем, как бы объясняя какими-то сложными терминами, понятиями. Тоже, кстати, если вы вводите слишком много терминологии сразу, то это бессмысленно, бесполезно, потому что человек не поймет. Нужно понятными, доходчивыми словами, если есть какая-то специфическая терминология, лучше ее заранее рассказать, как бы что она значит, тоже максимально просто, максимально применимо, максимально на примерах, и тогда только уже приступать к какому-то основному объяснению. Также вы как объясняющий, когда вы уже более-менее какой-то концепт рассказали, обязательно задавайте вопросы. Вы должны прощупать, понимает ли вас человек, попросите его пересказать, попросите его задавать вопросы. То есть иногда люди стесняются, думают, что подумают, что я какой-то глупый, что я какой-то недалекий. Нет, в этом нет ничего страшного, особенно если это что-то новое, совершенно непонятное, вообще из другой галактики для человека, которому вы объясняете. Старайтесь его провоцировать на вопросы, на объяснения, то есть не скупитесь на дополнительные объяснения, на ответы на вопросы. И хорошо было бы, если бы он пересказал вам своими словами, тогда очень четко будет понятно, понял человек или не понял, то есть такая лакмусовая бумажка. Соответственно, вы должны быть в диалоге, то есть вы не должны быть просто односторонним рупором, который просто вещает какую-то информацию. Если вы хотите по-настоящему донести что-либо до человека, чтобы он понял, наверняка понял, вы должны быть в диалоге, вы должны быть в доверительном диалоге, когда человек не стесняется, задает какие-то, может быть, и глупые вопросы, но все-таки задает. То есть для него это что-то непонятное. То есть если он задает вопрос, значит, это какая-то неизвестная зыбкая зона, вот как раз-таки, может быть, у него нет опыта, на который он может опереться, и пожалуйста, отвечайте спокойненько на все вопросы. И последнее, подытоживающее все предыдущие, это то, что даже если вам кажется, что уже в принципе вы рассказали неоднократно, вы уже все объяснили, очень важно проходиться по основным точкам, еще раз и еще раз. То есть какие-то основные концепты, какие-то понятия и так далее, чтобы человек тоже отвечал на эти вопросы, чтобы он тоже с вами шел по этому пути, потому что на самом деле информация у нас складывается записывается в нейроны, которые записываются в систему, которые соединяются между собой определенным образом для определенной информации. А когда вы делаете все эти точки, вы прогоняете вот эту свежую систему, которая создалась, скорее всего, в мозге человека, которому вы объясняете. И каждый раз, когда вы проходите, вы укрепляете эту связь, а значит, вы
как бы заведомо улучшаете его запоминание, то есть, скорее всего, эта система останется, скорее всего, он будет ею пользоваться, потому что с каждой проходкой такой вот по основным точкам, то есть повторяем материал, чтобы он вам рассказывал, вы что-то дополнили, вы рассказали и так далее. То есть, опять-таки, в таком более диалоговом состоянии, в общем, вы закрепляете всю эту систему в мозге вашего оппонента, и тогда это гарантирует, во-первых, более такое полное понимание всех моментов, потому что иногда бывает, что вы объясняете, все вроде хорошо, начинаете проходиться по основным моментам, которые, как вам кажется, важны, и вот тут начинаются какие-то провалы, потому что вроде как бы общий концепт человек понял, а вот какие-то подробности иногда вылетают сразу. Это тоже нормально. Человек не может сразу все объять, понять. Скорее всего, какие-то вещи будут все равно на первоначальном этапе выскакивать. Это нормально. Поэтому проходимся неоднократно, повторяем, и тогда будет вам счастье, будет вам пояснение достаточно хорошее. Все, мои хорошие, я надеюсь, вам это поможет не раздражаться, быть более терпимым. В этом случае это очень важно. И доходчиво объяснять какую-то информацию. Надеюсь, вам это поможет. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.